Друзья, мы с вами переходим к заключительной части про углеводы, и она будет касаться углеводов и тренинга в целом. Потому как вокруг этого у нас тоже наворочено очень уж много всего про тренировки, про потребность в углеводах, снижается эффективность, не снижается эффективность, может быть, наоборот, повышается эффективность. Опять же, углеводное окно после тренировки имеет место быть, не имеет места быть. Давайте разберем, но для начала просто кратко возвращаемся к ключевым моментам. Итак, в нашей крови на постоянной основе находится порядка 4 грамм глюкозы. А, Также глюкоза хранится в форме гликогена в печени от 80 до 100 грамм и в мышцах. В принципе, в исследованиях у нас фигурируют цифры от 350 грамм до 800 грамм. Но 800 это нечто околопредельное, это когда мы уже говорим об огромных бодибилдерах, о очень больших мышцах и о способностях неких исключительных к запасанию гликогена. А в большинстве случаев между даже хрупкими женщинами и достаточно крупными тренирующимися мужчинами разница составляет порядка там 150 грамм, то есть вот диапазон от 350 до 500 грамм, он как бы в принципе довольно стандартный для большинства людей. Гликоген печени расходуется прежде всего для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови. А, То есть, например, мы голодаем, и печень мало-помалу высвобождает глюкозу, преобразуя гликоген в глюкозу для того, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Запас как бы небольшой, но он есть. Мышечный гликоген, он расходуется при работе мышц, при интенсивной работе мышц. Причем очень важно то, что он расходуется локально. Если вы помните, когда мы говорим о тренинге, мы обычно говорим о том, что мышечный синтез повышается локально, и рост мышц– это локальный процесс. И те мышцы, которые работают в основном, они растут. То есть нам нужно давать нагрузку конкретной группе мышц. Точно так же и с расходом гликогена. Он расходуется не как человек, это не резервуар целиком, а отдельные части, отдельные мышечные группы, они как бы обладают своим индивидуальным запасом. Мы все знаем вот эти вот истории про то, что, к примеру, утреннее кардио, а, минимальный уровень глюкозы в крови. И это факт, да, когда мы идем и сдаем анализ глюкозы натощак, мы сдаем ее после 8-часового сна. То есть это будет минимальный уровень глюкозы в крови за день, до того, как мы вбросили какую-либо пищу. И, в общем-то, некий нормальный уровень глюкозы, скажем так, он будет на нижнем крае нормы. Он поддерживается в течение ночи тем самым гликогеном, высвобождаемым из печени. Однако бытует такое мнение, что печень пуста после ночного сна, и для эффективной тренировки нам нужно загрузить а, сколько-то углеводов. М, Отчасти верно, но не совсем так. Дело в том, что для полного истощения запасов гликогена в печени при достаточно пассивном времяпрепровождении, но без входящей еды, которая, ну, без входящих углеводов, должно пройти порядка 24 часов. Конечно, если мы проводим это время более активно, то расходование будет идти куда быстрее, там может хватить и порядка 14 часов. Один из примеров, да, который хотелось бы привести, а, мне написал человек и спросил мое мнение, почему его уровень глюкозы в крови колеблется таким образом, что вот он утром сдает, у него одно значение, после этого он тренируется, причем у него тренировка в духе кроссфит. После этого он снова идет сдавать глюкозу крови, а уровень глюкозы у него еще ниже. М, Точнее, он там сначала выше, а потом через 2 часа еще ниже проваливается, чем он был изначально в крови. И, в общем-то, здесь все просто, да, человек тренировался, он давал очень интенсивную нагрузку, поэтому печень высвободила глюкозу для того, чтобы ее приподнять. И после этого, естественно, когда
нагрузка была завершена, но он все еще находился в голодном состоянии, и уровень глюкозы в крови провалился еще сильнее. Однако, ну, как мы знаем, да, гипогликемия – это такое не очень хорошее состояние, но и настигает оно не всех. Оно может настигнуть во время физических нагрузок, некоторых людей, конечно, и без них, но чисто в принципе процесс все равно очень хорошо и качественно регулируется автоматически нашим организмом. И мы по мере того, как истощаются запасы гликогена в печени, а, процесс, который мы называем гликенолиз, м, то есть высвобождение, конвертация гликогена в глюкозу и высвобождение ее в кровь. Параллельно нарастает процесс, который называется глюконеогенез, то есть синтез новой глюкозы из аминокислот. И это сделано как раз для того, чтобы вот этот вот очень важный для нас процесс сохранения тех самых порядка около 4 грамм глюкозы в крови, сохранить его на том же уровне. Таким образом, через сутки тотального голода человек может быть с опустошенными запасами гликогена в печени, но тем не менее в его крови по-прежнему будет порядок, потому что глюкоза синтезируется. Мышечный гликоген, напротив, если мы вот так проводим время без движения, не интенсивно, то только спустя сутки он там начнет как-то мало-помалу расходоваться. Таким образом, еще раз, да, гликоген в печени отдельно, гликоген в мышцах отдельно, причем в каждой мышечной группе он более или менее обособлен. Далее, когда мы говорим о тренинге, да, и о расходах гликогена, потому как силовые тренировки, их основной источник топлива – гликоген. Ну, об источниках топлива мы немножечко позже еще поговорим. Так вот, тут тоже не стоит питать иллюзий о том, что тренировка может его истощить. М, Разные исследования показывают несколько разное, но если вычленять из них исследования, которые касаются силового тренинга, то вот, пожалуйста, пример full body тренировка, то есть тренировка на все тело, состоящая из 9 упражнений, 3 подхода, 80% одноповторного максимума, то есть это довольно тяжелая тренировка на все тело. Израсходовала запасы мышечного гликогена на 30%, то есть примерно на треть, это при достаточно изнурительном тренинге. Естественно, если мы используем сплит или там только верхнюю часть качаем или определенные группы мышц, расход будет меньше и расход будет более локальный. В другом исследовании максимально зафиксированный расход гликогена после силовой тренировки не превышал 39%. Ну ладно, даже если округлим до 40, это, пожалуй, максимум того, что можно израсходовать. М, Есть еще ряд исследований, которые относятся к атлетам выносливых видов спорта. То есть, когда люди умудрялись израсходовать 80% гликогена в отдельной мышечной группе, насколько я помню, такое бывало у футболистов замечено, да? М, Кого же еще? Ну, чисто в принципе, да, исчерпать гликоген куда сильнее могут разве что ультрамарафонцы. И действительно, только в их отчетах я читал про то, что человек может настолько истощить гликоген, что он буквально, ему очень трудно шевелить конечностями, вот буквально хоть как-то. Если вы обратите внимание, то, конечно, у тех, кто бежит и бежит на дальние дистанции, у них всегда есть и углеводные загрузки, и запас а, углеводов в виде гелей, ну, каких-то, да, таких снеков с собой. Энергетические системы. То есть как функционирует наш организм с точки зрения источников. АТФ. Это является универсальным источником энергии в живом организме и, в общем-то, его конечной валютой. Какой бы ни был исходный источник для энергии, он будет сконвертирован в АТФ. Однако запасы АТФ в теле аденозин-трифосфата невелики. Поэтому, поэтому он требует восполнения из различных источников. Аэробная система, она же аэробный гликолиз. Здесь же у нас замешан цикл Кребса, про который, возможно, слышали, и бета-окисление жирных кислот. А, И это все у нас называется митохондриальным дыханием. То есть митохондрии – это
маленькие электростанции, можно сказать, производящие энергию в клетках. А, Аэробный гликолиз, он очень эффективен в плане количества производимой энергии, но он очень зависим от поступающего кислорода и времени его доставки. И, в общем-то, в повседневной жизни мы почти целиком полагаемся на него. То есть, когда мы неспешно куда-то идем, когда мы выполняем бытовые действия, а, почти вся энергия, она берется из запаса жиров. То есть, опять же, да, когда мы там читаем какие-то исследования про то, что там на кето-диете окисление жиров повышено, или когда мы бежим утреннее кардио, да, у нас преимущественно расходуются жиры, а не углеводы, не гликоген в мышцах. Ну, мы помним, да, тему про тренинг. Соответственно, после ночного сна запасы гликогена частично истощены, свежих углеводов не поступило, глюкоза в крови минимальная, организм, соответственно, будет и преимущественным источником брать жиры. Однако это не значит, что мы берем и худеем. А, ну, потому что все еще, да, энергетический баланс, он важнее. Поэтому, в общем-то, вся наша жизнь, если уж так подумать, да, она завязана на все наши действия, завязана на расход жиров. Но почему-то похудение стремительного не происходит. Ну, вы знаете уже почему, да, лирическое отступление. Креатинфосфатная система а, использует высокоэнергетические фосфатные связи для быстрой продукции АТФ без потребности в кислороде. М, На самом деле там запас очень небольшой, и ее действие тоже очень-очень короткое, до 10 секунд. И лактатная система, анаэробный гликолиз, не такой быстрый, но более стабильный источник энергии, и он завязан на гликогене. Вот когда мы говорим о лактатной системе, он же анаэробный гликолиз, мы и говорим об основном механизме, использующем углеводы, использующем гликоген. Когда мы делаем что-то интенсивное, то есть когда мы качаемся со штангой, когда мы бежим спринт, когда мы играем в футбол и делаем эти стремительные рывки, когда мы бежим за автобусом, мы используем ту самую анаэробную систему. И, соответственно, да, она может работать при недостатке кислорода, и в этом ее плюс. Хотя, конечно, она не настолько эффективна, как аэробная. Но опять же, да, когда мы задыхаемся, к примеру, да, нам не хватает выносливости, это именно доставка кислорода в ткани. Это не обязательно там у нас не хватает силы легких, или мы не можем достаточно вдохнуть и надышаться. Как правило, это у нас речь идет о здоровье сердечно-сосудистой системы, о ее подготовке и о способности доставлять кислород к тканям. Итак, креатинфосфатная система доминирует в первые секунды напряженной работы. Вы видите самый первый пик, который подписан фосфоген. Далее работу подхватывает гликолиз. И аэробная система, да, она активна всегда, но она завязана на подаче кислорода. И вклад уменьшается с ростом интенсивности упражнения. Ну, вы видите, да, эти накладывающиеся друг на друга волны и графики. Чтобы было понятней, когда мы, например, садимся на азолт-байк, ну или просто, да, на велотренажер, и начинаем изо всех сил крутить педали, и собираемся крутить их изо всех сил в течение минут, наверное, 3. Сначала у нас очень мощный рывок, который захлебывается секунд через 40. Когда мы понимаем, что ноги начинают как бы увязать в болоте, дыхание сбивается, хотя до этого мы как будто бы не чувствовали усталости. И начинается более размеренная работа, работа более на износ. Вот это и есть переход к более аэробному режиму. Хотя тут нельзя, это не переключатель между там 1, 2, 3. Они плавно переходят друг в друга и дополняют друг друга в той или иной степени. В 20-секундном спринте только 20% энергии поступает от аэробной работы. Остальное креатинфосфатное, анаэробное. В силовом тренинге с 80% от одноповторного максимума, да, то есть классический какой-то такой бодибилдерский силовой диапазон, 8 повторений. А, Вклад
аэробной части в производстве энергии от 20 до 40%. Соответственно, да, если это будет более долгий сет, возможно, там вклад будет больше, но это будет некое смещение. Все-таки бодибилдинг, он прежде всего завязан на анаэробную систему, но и на аэробную чуть-чуть тоже. А, Таким образом, гликолиз– это доминирующая система энергообеспечения при интенсивной работе от 20 до 75 секунд. Что интересно, да, очень много, когда идет разговор с атлетами, и когда речь идет, к примеру, да, о подготовке к соревнованиям, тяжелоатлеты, пауэрлифтеры говорят, я не хочу вообще браться за низкоуглеводку, ну, потому что, да, у них всегда есть проблема попасть в весовую категорию, если это не супертяжи. И всегда есть решение взять и, например, на последние 10 дней до соревнований перейти на какой-нибудь кетогенный режим, менее 50 грамм углеводов. Зачем это можно сделать? Для того, чтобы слить воду. Но при этом они, естественно, боятся потерять в производительности. Они не бодибилдеры. Мы потеряем в производительности, если мы работаем как раз от 20 до 75 секунд. А вот если мы работаем тяжелые синглы, то есть это может быть рывок, взятие и толчок, то есть единичное движение и счет, который идет на секунды, не на десятки секунд. Или то же самое пауэрлифтинг, когда у тебя просто несколько одноповторных подходов. Здесь у тебя целиком задействована креатинфосфатная система. И действительно можно не париться, можно сманипулировать углеводами для того, чтобы, ну, как у той тети перед корпоративом, да, ушло лишнее там 2-3 килограмма просто за счет задержавшейся воды. Вот и тут примерно тот же самый принцип. Итак, про силовой тренинг в более, наверное, фитнес и билдерской манере. Мы уже с вами знаем, что силовой тренинг расходует мышечный гликоген, и что его расход редко превышает 30% за тренировку. Скорее всего, даже меньше. Также из блока про тренинг, я надеюсь, что вы помните, что полноценная силовая тренировка суммарно израсходует примерно от 300 до 500 калорий в зависимости от габаритов, в зависимости от опыта, в зависимости от стажа. Я, кстати говоря, когда готовил уже этот материал, успел перечитать еще целый ряд исследований, предложений по подсчету затрат калорий. И вот очень интересно, что когда основная масса исследований, вообще исследования по тренингу, это, конечно, достаточно специфическая вещь, потому как ученые все-таки ищут неких добровольцев, подходящих под определенные критерии, и зачастую это люди не настолько тренированные, как хотелось бы, или не настолько искусные в исполнении тех или иных задач. Поэтому, когда мы смотрим на науку в привязке к тренингу, всегда нужно понимать, что это были за люди, чем они там занимались, какой был у них уровень подготовки. И всегда ценятся исследования, когда они проведены на каких-нибудь спортсменах элитного уровня. Потому что бывает даже, пишут, опытные в силовом тренинге атлеты. Средний жим лежа 75-80 килограмм. Но человек, который тренируется долго, понимает, что мужчина, жмущий 75-80 килограмм, ну, это не продвинутые атлеты. Это человек, который, может быть, он много лет как-то был связан с походами в качалочку, но никогда не подходил серьезно к увеличению своих результатов. То же самое, к примеру, мы сейчас наблюдаем в группе ИПТ в программировании тренинга от Physical, когда мы опрашиваем людей, и они пишут, что окей, да, у меня есть 2-3 года стажа, то есть я уже не новичок. Но когда дело доходит до техники, когда дело доходит до силовых, оказывается, что человек очень даже новичок, и не совсем понятно, чем он там 2-3 года занимался, потому что многие успели поработать с тренером, но многие не сдвинулись вообще никуда. И поэтому даже подсчет вот этих расходов штука достаточно неблагодарная. Если смотреть на, к примеру, работы Майка Исраэтела, который работает со спортсменами топ-уровня или, по крайней мере, с очень крепкими любителями. Renaissance Periodization– это очень известная компания, которая занимается
ну, они довольно состоятельные, они выделяют гранты на научные исследования в области тренинга. Они же ведут топовых кроссфит-атлетов, пауэрлифтинг-атлетов, тяжелоатлетов, а, в том числе питание, в том числе у них есть и готовые рационы. Ну, в общем, организация коммерческая, но очень-очень сильно завязанная на продвижение науки, на исследовательской деятельности и на максимально научном тренинге. И вот у Майка несколько книг, и в которых были тоже ну, некие рамки, да, что если ты атлет силового вида, то в зависимости от того, там, легкая у тебя, тяжелая или средняя была тренировка, скорее всего, при таком весе ты тратишь столько-то в тренировочный день, в нетренировочный день. И классификация, да, если это была легкая тренировка, то видимо, у тебя, например, она длилась меньше часа, скорее всего, менее 10 подходов, или это было кардио, или ты там едва вспотел. Если это была средняя тренировка, это от такого-то количества сетов до такого количества сетов. И, к примеру, сейчас я понимаю, что вот его расчет тренинга, он куда больше ложится на мой опыт или, например, на опыт Михи. Ну, потому что мы уже знаем, да, наш уровень поддержки, мы понимаем, нашу активность. Мы, в принципе, уже можем свои затраты разложить, даже несмотря на то, что, к примеру, я очень много жестикулирую, да, там я имею какие-то преимущества, у меня обмен веществ быстрее, чем у среднего человека моих габаритов, то есть на поддержание веса я съедаю больше, и при этом я еще остаюсь голодным. Все равно мы понимаем, что наша тренировка, она съедает больше калорий, чем если я рассчитаю расходы на тренировке с точки зрения исследований, которые производились на людях попроще. Ну, попроще, значит, менее опытных. Поэтому, безусловно, когда мы говорим о человеке, который зашел в физикал для того, чтобы как-то изменить свою жизнь и даже тренинг, скорее всего, мы все равно будем смотреть на расходы в 300-500 калорий. Это как раз тот случай, когда люди переоценивают свою тренировочную активность. И с другой стороны, да, есть штучные буквально участники, которые уже соревнующиеся кроссфит-атлеты, соревнующиеся борцы, люди, у которых ежедневный тренинг, причем тренинг может быть многочасовой, это может быть не одна тренировка, и, скорее всего, все это дело очень сильно изматывающее. А, Он привык, он очень производителен, и он умеет восстанавливаться от этого тренинга, и это неотъемлемая часть жизни. И, скорее всего, здесь шкала измерений, она все-таки немножко разная. Но, тем не менее, да, давайте ориентироваться на 95% тех, кто это смотрит. И силовая тренировка у нас, конечно, будет занимать от 300 до 500 калорий. М, То есть у самых маленьких и малоподвижных, конечно, даже меньше. Потому что если вы помните блок про тренинг, там и 250 калорий, да, это абсолютно не сюрприз. Хотя, опять же, человек, который зашел в ИПТ, я понимаю, что сколько у вас станет рабочих подходов, насколько они будут вынимать душу, как будет идти прогресс, и это явно возможность несколько сместиться на шкалу, ну, по крайней мере, или к большим тратам, да, ближе к верхней планке, или действительно со временем, там, в течение года перейти на куда большие траты, в смысле затрат на тренинг. Итак, ну давайте, да, считать из расчета 300-500, даже если по максимуму 500, я считал на 500 калорий тренировка. Аэробная система активна, и ее вклад всегда 20-40%, то есть это гликоген расходоваться на нее не будет. Таким образом, на долю анаэробной придется от 60 до 80% или 400 калорий. А, Большинство рабочих подходов в силовом тренинге занимают от 30 до 40 секунд. Это как раз те самые диапазоны, там в среднем от 8 до 12 повторений, да, даже 10-12 повторений. Первые 10 секунд почти полностью они на креатинфосфате. Таким образом, на гликолиз остается всего лишь 300 калорий, что соответствует 75 граммам углеводов из вон тех запасов, которые могут быть от 400 до 800 грамм. Ну или от 350 до 800. А, Короче говоря, на силовой тренинг вы потратите совсем небольшую часть из своих запасов. Запасов этого гликогена хватит на несколько тренировок. Производство энергии не является ограничителем производительности. Исследования также подтверждают отсутствие как острого,
так и долгосрочного эффекта от повышения потребления углеводов на производительность в силовом тренинге. Ну, то есть, если мы сознательно грузимся углеводами, при том, что у нас запасы гликогена полны, то, в общем-то, мы никаких дополнительных преимуществ с этого не получаем. Давайте поподробнее рассмотрим углеводы до тренинга и во время тренинга. В литературе для марафонцев встречаются рекомендации по увеличению доли углеводов в рационе до 80%. Встречаются протоколы углеводных загрузок, встречаются немалое количество рекомендаций, да, по употреблению углеводов во время. Обычно, конечно, да, вот такая экстремальная доля, это когда у нас речь идет о соревнованиях. Ну и вообще, это такие рекомендации, они справедливы для выносливостных видов спорта и для командных видов спорта. В общем-то, отчасти те же самые углеводные загрузки, они подходят и для кроссфита. Но в случае силовых видов все не настолько однозначно. Если мы анализируем исследования, то очень интересная статистика. 13 исследований обнаружили положительный эффект употребления углеводов перед тренировкой. 20 исследований не обнаружили такого эффекта. Если мы смотрим исследования, которые обнаружили эффект, то 10 из 13 были проведены на голодных испытуемых. И здесь мы уже должны вспомнить тогда а, тему периодического голодания, где мы с вами обсуждали тренинг на голодную и тренинг на сытую. И то, что тренинг в сытом состоянии, он более результативен. И здесь, в общем-то, речь об этом. Три оставшихся исследования, когда речь шла о сытых людях, они все равно вызывают серьезные вопросы. Два из них принадлежат одному и тому же человеку. Во всех трех группах предтренировочных углеводов потребляла больше калорий, то есть суммарно больше входящей энергии. А, В первом исследовании испытуемые тренировались дважды в день, что, конечно, создает куда больший запрос на употребление углеводов и вообще входящей энергии. И разница во всех трех исследованиях не достигла статистически значимой, то есть немножечко эффективнее, но не то чтобы очень. И, в общем, при наличии нормального питания, рациона, нормального количества углеводов в рационе, и так у вас порядок. И даже, в общем-то, при отсутствии нормального количества углеводов в рационе у вас порядок, что показывает, в общем-то, ам, опыт кетогенных диет, которая для спортсменов силового спорта вполне подходят и не теряют они там производительности. Хотя вот те, кто в выносливостных видах, абсолютно точно теряют. Давайте поговорим про связку углеводы плюс белок. Исследование посттренировочных напитков показало преимущество связки белок плюс углеводы перед углеводами в чистом виде. Калорийность была уравнена, группа с большим количеством белка получила меньше углеводов. А, Ну, там, согласно дизайну, спустя 2 часа после употребления участники снова подвергались нагрузкам, и белково-углеводная группа лидировала. То есть вы поняли, да, была нагрузка, 2 часа отдыха с употреблением напитка того или иного, и снова нагрузка. Еще одно схожее исследование показало преимущество белково-углеводных смесей над просто углеводными. И, ну, конечно, и те, и другие превосходили плацебо по эффективности. Интересное. Еще в одном исследовании испытуемые справлялись успешнее, если употребляли либо углеводы, либо плацебо. То есть сам факт употребления какой-то жижи, которая имела вкус, он уже придавал сил. Здесь, да, вот опять же, вот этот эффект, когда человек знает, что его чем-то кормят и ожидает повышения эффективности, и это повышение эффективности происходит даже несмотря на то, что ему дали пустышку. Ну и совсем чудо чудесное, необъяснимый, но факт. Эм, Полоскание рта углеводным раствором, но без глотания. То есть углеводы в виде некой жидкости увеличивают производительность в выносливостных видах спорта. Вокруг этих исследований немало споров, потому что механизм до сих пор непонятен, плацебо или не плацебо. В некоторых исследованиях это не работало, но в большинстве исследований, их уже проведен целый ряд, работает. Причем вне зависимости, натощак это происходит или когда люди поели, при том, что было исследование, да, где уже было даже два довольно плотных приема пищи, и все равно полоскание рта углеводным раствором давало повышение производительности. Хотя натощак эффект сильнее.
И даже вне зависимости от того, сладкий был раствор или нет. Потому как было предположение, что сладкий вкус может давать подобный эффект, ну, потому что вы все помните, да, вот эту вот немножко истерию про то, что а вдруг люди толстеют от сахарозаменителей, потому что во рту появляется сладкий вкус, инсулин подскакивает, потому что организм считает, что его покормили сахаром, и вот это может там что-то там привести к ожирению. Ну, естественно, не может, вы эти темы уже прекрасно знаете. М, Но, тем не менее, да, вот по поводу повышения эффективности. Была идея, что сладкий вкус может давать некий отклик. Была идея, что сладкий вкус активирует симпатическую нервную систему, да, и человек, это придает ему ускорение. Но вот исследования, которые сделали раствор углеводов безвкусным, показали, что нет. Просто вот углеводы оказались во рту и так далее. Конечно, расщепление углеводов начинается еще в ротовой полости. Но это касается сложных углеводов, это касается крахмалов. В таких исследованиях людям обычно предлагают что-то очень простое, тот же самый мальтодекстрин, поэтому и эта версия здесь как бы не совсем состоятельна. Вот, поэтому вопросов больше, чем ответов, но факт остается фактом вот такой вот интересный. И, наконец, углеводы после тренировки, потому что, углеводное окно. Ну, вы все помните про анаболическое окно, да, что это вовсе не час, во время которого нужно выпить а, протеин. Ну вот совместно с ним часто фигурирует углеводное окно, в которое нужно не только выпить протеин, почему-то углеводное окно, но и съесть банан. На самом деле, да, не нужно ни то, ни другое. Я просто в двух словах напомню про белок. Когда мы дали нагрузку мышечной группе, у нас с вами повышается мышечный синтез. И самое время добиться синергетического эффекта, то есть дать организму достаточно белка, чтобы максимизировать этот процесс. И в конце концов тренинг — это достаточно катаболический процесс, да, это некое разрушение мышечной ткани, которая должна восстановиться и стать сильнее и больше. Поэтому белок там играет более важную роль, причем он играет важную роль как минимум в течение суток после, как максимум для зеленых призеленых новичков неделю после. И все это необходимо держать в голове и учитывать, и, в общем-то, быть осознанными прежде всего в потреблении белка. Ну, вы уже понимаете, насколько это ключевое и для внешнего вида, и для здоровья, и, конечно, для тренинга. Ну вот если мы говорим про период после тренировки, то у нас здесь две основные задачи. Максимизировать мышечный синтез, вот то, о чем мы только что говорили, и восполнить утраченный гликоген. Ну, то есть мышцы, как бы там ни было, утратили часть топлива. Про ключевую роль белка в мышечном синтезе мы поговорили. Какую роль в нем играют углеводы? Углеводы напрямую не повышают уровень мышечного синтеза. Но, опять же, если вы помните лекцию про белок, мы говорили, что мышечный распад снижается при скачке уровня инсулина, а углеводы все-таки это основная инсулиногенная штука. Таким образом, поднятие инсулина снижает распад белка. Но, опять же, давайте помнить, да, что с этой функцией справляется и просто белок, то есть углеводы для подъема этого уровня они не нужны. Просто белковый коктейль или белковая пища, она уже это делает. То же самое, да, когда говорят БЦА, антикатаболик, все-таки эта функция у него сохраняется, действительно там он уменьшает распад. Да, но не потому что БЦА это БЦА, а потому что у них высокий инсулиновый индекс, соответственно, уровень инсулина подпрыгивает и распад сокращается. Из исследований. 20 грамм белка, употребленного в пищу, даст достаточно инсулина, чтобы отпала необходимость в приеме углеводов. Пожалуйста. После тренировки 25 грамм сыворотки сравнивали с 25 граммами сыворотки и 50 граммами мальтодекстрина. Это уже простая форма углеводов. И все это выявило, что нет никакой разницы ни в уровне мышечного синтеза, ни в уровне распада. Таким образом, хватает некой определенной, сравнительно небольшой порции белка либо углеводов для того, чтобы распад мышечный сократить. А, Никаких углеводов и 25 грамм белка
против 0,15 грамм на кило углеводов и 25 граммов белка против повышенного количества 0,6 грамм углеводов на килограмм веса и 25 грамм белка после силовой тренировки. И снова никакой разницы в синтезе и в распаде белка. То есть, опять же, 25 грамм белка уже отлично справляются с этой задачей. Ну, как мы видим из прошлых исследований, даже 20. Поэтому в данном случае углеводы нам особо не нужны. Ну и если говорить о восстановлении гликогена. Во-первых, гликоген восстанавливается менее чем за 24 часа. То есть, если мы тренируемся один раз в день, примерно в одно и то же время, то уже нет никаких проблем. То, что мы потратили, мы это и восполним. И наоборот, есть смысл переместить углеводы на посттренировочное время и загрузиться ими, если в течение дня у нас две тренировки, и тем более, если между ними перерыв сравнительно небольшой. Далее. Даже при недостатке углеводов в рационе гликоген будет синтезирован из иных компонентов. После выполнения исследования. После выполнения 6 сетов разгибаний голени с 70% это до повторного максимума до отказа, грубо говоря, 6 рабочих сетов, да, истощающих гликоген в голени. 75% потраченного гликогена было восполнено в течение 6 часов, вообще без употребления каких-либо нутриентов. И еще раз это нам говорит о том, что организм прекрасно справляется с синтезом гликогена из иных источников. А, Для самых пытливых умов я их указал. Альтернативные пути ресинтеза при недостатке углеводов из пищи. Первое – это цикл Кори, так называемый. Лактат, производимый мышцами в процессе анаэробных упражнений, доставляется в печень и используется для глюконеогенеза, то есть для синтеза глюкозы. А, Глицериновый скелет триглицеридов может использоваться для производства глюкозы в печени, но не очень эффективно. Опять же, да, здесь мы можем вспомнить самые первые лекции про то, что один нутриент может переходить в другой с некоторыми ограничениями. Вот конвертация из жиров в углеводы, она очень-очень неэффективная, но все-таки в некоторой степени она может быть. И третье, глюкогенные аминокислоты, то есть те аминокислоты, из которых может синтезироваться глюкоза. А, Но это для нас нежелательно, потому как мы фактически это не целевое использование белка. А, Вот когда человек начинает переживать по поводу того, что его пот стал вонючим и приобрел вот этот ацетоновый запах, вот это как раз тот самый случай, когда белок в рационе начинает замещать углеводы, которых слишком мало. С этим можно ничего не делать, и, в общем-то, это не самая худшая ситуация. Многие, кто сох, с этим сталкивались. Это не несет никакой угрозы, да, это просто некое свидетельство происходящих событий. Но, с другой стороны, возможно, если мы можем, там, например, снизить количество жиров безболезненно и увеличить количество углеводов. Или, например, мы едим экстремально много белка, а, куда больше, да, чем нам нужно, потому что некоторые люди из-за сытости любят это делать. Ну, то есть, возможно, да, вы слишком много белка едите, и это не целевое его использование, и у вас слишком мало углеводов, вы можете это перебалансировать. Ну, что, в общем-то, тоже немножко говорит в пользу гибкой диеты и возможности есть вкусно. Ну и давайте в заключение. Важное преимущество углеводов даже не с точки зрения тренинга, а вообще с точки зрения диеты. Снижает катаболизм белка при тренинге и бережет белок от нецелевого использования. Вот прям то, о чем мы с вами сейчас говорили. Да? Всему свое место. И если мы пытаемся использовать белок наиболее целевым, прямым образом для поддержания, для строительства новых белковых структур, все-таки лучше держать углеводы в диете, для того, чтобы они выполняли свою функцию. Способствует функционированию и составу микрофлоры ЖКТ, а также выводу холестерина и метаболитов желчи. Здесь мы прежде всего говорим про клетчатку, ну и про резистентные крахмалы, которые, в общем-то, имеют ту же самую функцию. Но все-таки они не отделимы от углеводной пищи. Конечно, да, есть у нас микрокалорийные штуки типа огурца, какого-нибудь листового салата. Но все-таки, да, большинство фруктов, цельнозерновое, содержит невероятное количество клетчатки и микронутриентов и вообще является частью очень-очень здорового подхода.
Углеводы участвуют в синтезе нейромедиаторов, а, и как следствие нормализуют сон. Здесь речь идет о синтезе серотонина, который далее превращается в мелатонин. А, Его синтез довольно сильно завязан на наличии углеводов в рационе. Причем, опять же, да, мы понимаем, что организм может синтезировать глюкозу, и, возможно, вы не испытаете никаких проблем, но есть люди, которые на низкоуглеводных диетах, им прям конкретно плохо. У них очень сильно портится настроение, у них нарушается сон, и здесь, скорее всего, вот в этом дело и есть. Объем, сытость, вкусовые качества. Я указал, что это может быть как в плюс, так и в минус, потому как вы знаете, ну, вы уже помните, да, что очень вкусная еда, мы склонны ее переедать. Если мы говорим об углеводах, мы все равно должны вспомнить сахар, который, в общем-то, безобиден и нейтрален. Но если это просто вкусные для нас вещи, наша триггерная еда, на которую мы срываемся, какие-нибудь а, пончики, другие вкусняшки, да, как правило, они углеводные или поровну там жироуглеводные, скажем так. М, Но тем не менее, да, это будет в минус. Но с другой стороны, то же самое цельнозерновое, та же самая клетчатка, фрукты, овощи, салаты, объемная еда, а, это в плюс. Ну и если уже говорить о вкусовых качествах, углеводы это просто вкусно. По-моему, очень трудно проводить много времени на диете и совсем без углеводов, потому как углеводы это вкусно. Все время жить и есть унылую пищу это не очень хорошо, это не очень устойчиво. Все-таки любая диета имеет начало и имеет конец. И даже если у нас мало углеводов в рационе, если мы их сознательно сократили по показаниям здоровья, все равно мы сознательно движемся к той точке, когда нам, во-первых, их можно будет есть больше, чем сейчас. И, ну да, даже если это просто диета, или, например, мы снизили процент жира, и у нас, можно, с нас сняли диагноз инсулинорезистентность, и, опять же, да, количество углеводов в рационе можно повысить. Это очень круто. Ну, и несмотря на то, что мы фокусируемся очень сильно на насыщающей еде, скорее так, на высокообъемной, которая занимает большой объем в желудке, и мы чувствуем, окей, я наполнен. Но я наполнен и я сыт– это немножечко разные вещи. И зачастую человеку нужно просто вбросить какую-нибудь мелочь, конфету, шоколадку, все равно, скорее всего, это будет какой-то сладкий углевод, для того, чтобы почувствовать, что окей, вот теперь все, вот теперь пазлик сложился, все собрано, и вот теперь я по-настоящему сыт и доволен жизнью. И это именно то, как выстраивается, в общем-то, каждый нормальный прием пищи. Ну и в конце концов диеты с медленно усваиваемыми, минимально обработанными, содержащими высокое количество клетчатки и микроэлементов продуктами имеют множество преимуществ. Как мы уже с вами обсудили, и для сытости, и для здоровья, и вообще для долголетия. Дорогие друзья, я думаю, что на этом у нас с вами про углеводы все. Был рад вас видеть.